Привет, с вами Лорк. И что ж, добро пожаловать, наверное, на самый сложный ролик в плане создания на моем канале. Ведь сегодня нам предстоит пройти приключения мини-игры, пазлы и выживания без солнцедающих растений, то бишь без подсолнуха и солнечного крипа. Ну а что с этого получится, вы увидите уже сами. Начнем с приключений, пожалуй. Все другое-то у нас недоступно. Первый уровень, ну и тут сами видите, у нас еще подсолнуха нету, только грохострел. Наверное, самый идеальный уровень для этого челленджа. А вот и подсолнух. Да блин, что ж такое, никак не попасть по нему. Ох, ну наконец-то, так мы его все равно использовать не можем. Второй уровень, и тут есть, скажем так, лайфхак. Игра от нас прям требует поставить подсолнух, а точнее сразу 3 подсолнуха. Но так как это не в наших силах и возможностях, где-то около минуты можно собирать спокойно солнце с неба и тем самым накопить хороший такой стартовый капитал до того, как пойдет первый зомби. Благодаря чему этот уровень из легкого стал для нас еще легче, даже без подсолнухов. Зомби с конусом. Проблем как таковых он нам не составит. Кто не знал, один горохострел на первых клетках с ним спокойно успевает справиться, а 2 таки подавно. Даже вишня не пригодилась. Оп, орешек. Уверен, вот ты нам будешь полезен в этом челлендже. А с полностью открытой поляной так уж точно. Лопата. Навряд ли я буду ей что-то вскапывать. Каждое растение нам сейчас дороже золота. А вот если б можно было, то каким-то зомби по голове ее настучал. Или тебе, Дэйв. На. Достал уже заставлять эти бедные грохострелы вскапывать. Но, увы, другого выбора у нас нету. Но и могу сразу сказать, что радует в этом челлендже, так это мини-игры. С ними у нас никаких проблем уж точно не будет. Зомби 6. Как вы уже знаете из моих роликов, один грохострел с ним не справляется. Но вот мина пригодится, которую мы получили. Будет служить вместе с орехом триггером для перепрыгивания ему. Ледяной грохострел. Наверное, ты у нас в слотах застрянешь надолго. Да, как видите, так и получилось. Уж очень он хорош за свою цену. Уровень 1.10. Чисто почилить нам дает игра, ведь после него начинается ночь, в которой солнце с неба уже не падают. Спасибо, что хоть придумали такое чудо, как пуф-гриб, который стоит 0 сэра. И он действительно крут. Солнце-гриб, тебя, как я уже говорил, мы тоже не можем использовать. А значит и все, что нам дадут и будет стоить выше начальных 50 солнц, нам не по карману. Хоть грибочек тащит. Даже зомби с ведром относительно легко разбирают. А вот что разобрать легко не выйдет, это зомби с дверью. Но не забывайте, у нас есть 50 солнц, то бишь 1 орех или 2 мины. Думаю, 2 мины будут пополезней. Пам-пам. Уровень, точнее мини-игра 2.5. Мне для нас играет в роли подсолнуха в зомби. По правде, я был бы не против, чтобы так всегда было. Хотя, кое-где такие есть. Появился футболист. Вот где, но не тут. Эх. Ладно, еще зомби с дверью. Его, если очень захотеть, можно и пуф-грибами победить. А вот его нет. Только на мины и косилки буду надеяться. Всего 2 футболистов, тогда не все таки плохо. О боже, зомби с дверью и футболист. Фух. Вот вообще не понимаю, почему после такого сложного уровня 2.7 идет сразу такой и легкий 2.8. Диско зомби не такой уж и крутой так-то. Записка. Что-то я давно их в челленджах не подбирал, а стоило бы, ведь в них написано то, что стоит всем сделать. Ну и уровень 2.10, так скажем, особенный для нас. В нем мы можем какие-то другие грибы ставить, помимо пуф-гриба. А вот и бассейн. Давно я так не радовался с мини-локации. Кобучок. А вот это мне надо. Как раз против футболиста будешь. Уровень 3.3. Появился водолаз. И на удивление проблем с ним у меня нет. Зато какие-то проблемы были с сушей, а точнее с этим рядом. Что-то не получилось, не фартануло. А теперь уже проблемы с водой. Ну наконец.
Хотя чему я радуюсь, ведь сейчас будет уровень 3 и 4. А как вы все возможно помните из челленджа только 2 слота, я его ненавижу. Что? С какой такой судьбой ты к нам пожаловал? Купить 8 слот? Да, конечно, забирай мои деньги. Лол, первый раз вижу, чтобы Дэйв предлагал купить 8 слот. Видимо, раньше у меня не накапливалось 5000 монет до открытия магазина. Ну и было бы, конечно, забавно проверить, даст ли он возможность также при накоплении монет купить 9 слот. Но это уже потом, когда-нибудь, не в этой жизни я проверю. Ну и по правде 8 слот мне еще как пригодился. С первой же попытки после его покупки уровень прошелся. Солнца нет и проблем нет. Левел 3.6. Замбони. Ну не. Ладно еще сам Замбони, но бобслистов-то его как нам уничтожать. Хотя чё это я туплю? Чомпером? Уровень 3.8. Дельфинчик, значит, появился. Но даже без подсолнуха он для нас не проблема. Типа просто кувшинку или водоросли перед ним поставить. Предпоследний уровень на данной локации, и сказать, что он был сложным, это ничего не сказать. То зомби шестом все испортит, то зомби с уткой, то зомби с уткой с конусом. Но все же, изменив 3 стрел на ледяной крахострел, все получилось. Кстати, знали? Есть еще зомби с уткой с флагом. Теперь это мой любимый зомби, а не просто зомби с уткой. Немного чила, хрум. И вот Морикрип, который говорит нам, что мы переходим на локацию Туман, где мы опять будем ограничены как и в виде тактик, так и в виде растений. Вот собственно и все, что можно взять за 50 солнц. Плюс еще одно, которое можно, но не нужно в нашем случае ставить. Эх, а вот и появился шарик на зомби. Что ж, газонокосилки, я в вас верю. И не напрасно, с первой же попытки все вышло. А сейчас не с первой, как видите, но все же вышло. Вазобой. Подсолнухов здесь нет, как понимаете. Кстати, странно, все мини-игры под вид локации, а вот это особенная какая-то не на тумане происходит. Уровень 4.9. Усложненная версия уровня 4.4, так сказать. Но его у меня также не вышло пройти с первой попытки. Ни со второй, ни с третьей. А вот с четвертой получилось странно. Немного дождика. Как при такой погоде летуны летают, я правда не понимаю. Ну и Кучан. Не этот, а этот. Он, конечно, неплох, но кукуруза-то получше будет. Капульта тачка, значит, да? Что ж с ней делать? О, точно, вот я дурак, совсем забыл о существовании бесплатного крипа. Его же и на бассейне можно ж было поставить. Это такой бесплатный вариант ореха. Ну ничего, сейчас хоть буду его брать. Правда, как мишень для капульта тачки. Каракантюа. Ох, ну ничего, у нас есть мина, кабачок. Уровень 5.9 был по правде не слишком-то и сложным, в отличие от предыдущего, но эти в первой попытке прям грамотно запушили и взорвали 3 средних ряда. Первый раз вижу, чтобы эти деды со шкатулкой делали все так грамотно. Фух, благо это не повторилось. Ну и письмо от самого босса. Ух, какой заботливый, красиво написал. Но надеюсь не забыли. Кстати, в чем проблема и для письма сделать фон крыши? Тип вот так. Ну а сам босс в этом челлендже легкий, ведь нас ничего не ограничивает. Делаем все как всегда по тактике, тем самым босс спаунит зомби на одном ряду, не трогая остальные. Вот мы и прошли приключения. Не сказать, что это было сложно, ну как, всего-то понадобилось 10 часов, 43 минуты, 38 секунд. И теперь у нас все открыто, есть право выбора, не то что в начале. Хотя какая разница, все равно по порядку проходить буду. Так что мини-игры, ваш черед. Самботания, ну собственно споровики, ой, извиняюсь, полгрибы, мины и кофейное зерно, а что еще нужно? Боулинг. Вы видите где-то здесь подсолнухи, да и вообще солнца? Я тоже не вижу, так что предлагаю такие уровни, мини-игры, скипать. Игровой автомат. Ой, нет. Нужно собрать 2000 солнц, а мы подсолнухи ставить не можем. Собрать их с неба и с автомата задачка непростая. Спустя 1,5 часа мучений. Ну ребят, здесь реально нужна удача или подкрутка от EA. Чтобы случилось так, как у меня вот в этой попытке. Просто посмотрите сами нарезку.
Следующая мини-игра с подсолнухами – это увидеть звезды. Ну и знаете, это оказывается не так уж и легко, как я думал. Если проступить, то можно застрять на моменте, где осталось поставить 2 звезды, и ты ставишь новую, а съедают другую. Короче, я это о том, что ее со второй попытки прошел. Далее у нас удача на бобслее. Капец, по правде очень много мини-игр, где нету, да и не нужны подсолнухи. Но даже так я их прохожу, а не просто скипаю. В перемотке вы все это видите. Это мы что-то добились от темы мини-игра удача на бобслее. Я уже представляю, как ее проходить. В челлендже только 2 слота у нас была похожая ситуация, тоже без подсолнухов были. Ну и тактика, которая нам сейчас нужна, тоже похожа, как понимаете. После такого, если честно, даже язык не поворачивается назвать ее сложной, как я, например, читал в детстве. Кстати, ребят, хотите, чтобы я составил свой рейтинг мини-игры? Если да, то пишите об этом в комментариях. Вау, даже скипать не придется мини-игры, как раз следующая зомби легкий и быстрый. Та, что надо. Газонокосилки мы, конечно, потеряли, не спорю, но было легко. Мини-игра Last Stand, и какая жалость, в ней самой мини-игрой запрещено брать подсолнухи и гриб. Эх, так бы точно взял. Зомботания 2 особо-то и не отличается в плане тактики от первой части, только немножко, совсем капельку сложнее стало. Мини-игра Faites Pogo. И мне над ней пришлось запариться, я реально не понимал, как быть. Около 2 часов я просто пытался что-то придумать, и когда что-то да и начало с этого выходить, пока зомби решил, что теперь ему не хватает 2 мракогрибов для смерти. Вот именно на последней волне. Кроме как слова рандом, я даже сказать ничего не могу, ведь от него зависит, проиграете ли вы в самом начале уровня, а потом и на протяжении всего уровня. В общем, на протяжении еще 1,5 часов я пытался что-то придумать, и лучшей тактикой все же оказалось взять мракогрибы, магнитогрибы и стеноорехи. Наконец-то. Что-что, но я никогда не думал, что на этим уровнем мини-игрой буду сидеть почти 4 часа. Ну и осталась битва с боссом. Собственно, от той битвы, что вы видели пару минут назад, она не отличается. И как в отдельной мини-игре, в ней также нету подсолнухов. То бишь мини-игры мы тоже прошли, выходит. Ну и следующими будут пазлы. Но в пазлах, в забое нету подсолнухов. Их я прошел очень даже легко. А вот в Я Зомби нет альтернативы, не есть подсолнухи, так что увы, в него у нас даже поиграть не выйдет. А это значит, что мы переходим к выживаниям. Пока о плохом думать не буду, но и выживание и тень. Тактика из мракогрибов офигенная, а тем более если сзади них магниты. И нет, я опять не добавил к основному челленджу без 4 клеток. Я распланировал, как это все расставить, но просто-напросто времени и солнца не хватило. Выживание ночь. А вот и начинается то плохое, о чем я думал. Как вы уже помните, ночью никак солнце не раздобыть. И у нас только одно. Ну ладно, 2 растения, которые мы можем нормально использовать. Пуф-гриб и имитатор пуф-гриба. Все, 2 волны, почти 3. Пережил из 5. Блин, как-то очень плохо. Давайте хоть 3 попробуем пережить, дождавшись хорошего спауна. Не, и то не это. Ну вот, типа, 3 волны пережил, уже хорошо. Даже 3,5. А так думаю, если нормальное расположение могил и спаун легких зомби попадется, 4 волны выйдет пережить. Но не 5. Выживание бассейн, и хочу сказать, что это все куда легче, чем на выживании день даже. И все благодаря воде. Ничего круче зомби с уткой и с ведром, который с флагом, пойти не может. То бишь никаких там футболистов и т.д. А с магнитами даже тот, кого я назвал, вовсе не страшен. Огорчает, конечно, немного то, что это все, что я могу позволить поставить за 5 волн, но если этого хватает для прохождения, то я не против. А теперь мы переходим к тому, что еще страшнее ночью. Выживание туман. Здесь у нас имеется возможность добавить к нашему бесплатному боезапасу море-гриб. И звучит, скажите, круто, классно, четко. Но не все так-то и круто. Ведь имитатор-то у нас один, и спамить и теми грибами у нас не выйдет.
Как итог, в самой первой попытке мне удалось пережить также 2 волны, как и на ночи. Но мне показалось, что это даже слишком мало. Опять же, хотя бы 3 пережить надо. И со второй попытки я сам удивился, но умудрился пережить не то что 3 волны, а даже 4. Вот было бы еще какое-то бесплатное растение, думаю, пройти у нас бы вышло. Ладно, не будем мечтать и перейдем к выживанию на крыше. Ох, уже не все так хорошо, как было днем и в бассейне. Мракогрибы не тащат. Но все же, перепробовав другие тактики, хочу забрать свои слова назад. Ничего лучше в данном выживании, кроме мракогрибов, нету. И доработав тактику, вот что у меня получилось. Вот тут мракогрибы, вот тут не мракогрибы. А здесь 2 арбузика и 3 магнита. И именно с ней, на мое удивление, все прошлось несложно. Начинается выживание Хайд. Ой, день, конечно, я уверен, что мы пройдем, а вот с остальным могу только гадать. Итак, тактику я решил не менять. Грибы, грибы, магнитогрибы и арбузы. Пока работает, смысла что-то другое придумывать нету. Выживание ночью. Хард. Мы здесь сможем также 3 волны пережить, как и на обычной? Как думаете? Получилось. Ну и хорошо, перейдем тогда к бассейну Хард. Вот на бассейне мне всегда интереснее всего в выживаниях. Намного больше тактик можно сделать. Собственно, да, можно. Но что изменилось от прошлого выживания, это то, что я сдвинул все на один ряд, и магниты не на воде, а на суше. Yes. Блин, опять туман. Вам не кажется, что мы быстро как-то от обычного до тумана Хард прошли? Но буду здесь делать ставки на 4. Ладно, хотя бы 3 пройденных волны. Как-никак постоянно зомби с ведром идет. 3 волны есть, ну и отлично, мне больше не надо, да и навряд ли выйдет. Крыша Хард. Здесь уже мы не сможем вначале сэкономить на горшках и ставить мракогрибы на 3-й ряд. Поэтому нам нужно просто дождаться нормального спауна зомби в начале. Ух ты, со второй попытки нормальный спаун. Удивительно, поразительно. А хотя не, но тут уже мой затуп, по правде. Можно было магниты ставить, а не это. Во, я строил то, что на первое время будет отлично справляться. Даже не знаю, что комментировать. Ну типа поставил арбузы, магниты, потом вскопал их, поставил пальмы. А тут уже и конец выживания с гаргантюа и зомбони. Вот и все, сказочке конец. Фух. Вроде как все, что есть в игре, и можно пройти без подсолнухов, точнее без солнечных растений, я прошел. Надеюсь, вам данный ролик понравился, на его создание ушло уйму времени, о чем говорить, если только записывать его, мне пришлось более 30 часов. И буду очень рад, если все это делалось не зря. Ну и всем пока.